17 часов московское время. Всем здравствуйте. Это YouTube-канал «Популярная политика». Программа «Честное слово». У микрофона Нинора Сибашвили. Я приветствую всех, кто пришел к нам сегодня на прямой эфир. Сегодня в гостях у программы «Честное слово» премьера, шоумен Таир Мамедов. И с секунды на секунду буквально мы вам тоже его покажем. А прежде чем мы вывели его на ваши экраны, я, как обычно, предлагаю вам ознакомиться со всякими разными полезными ссылками, которые есть в описании к нашему видео. У нас будет 45 минут. Слушайте внимательно, ну и в ссылки тоже поглядывайте. Ну и особенное спасибо я скажу всем, кто пришлет интересные вопросы в чат, за которым я тоже постараюсь смотреть. А теперь к нам присоединяется Таир Мамедов. Я его вижу, слышу. Здравствуйте, Таир. Спасибо большое, что нашли для нас время. Привет, Нино. Привет всем зрителям, кто смотрит в прямом эфире, кто смотрит записи. До пасарам. Начнем с... Знаете, может быть, это не очень прилично цитировать личные переписки, но когда я вас спрашивала, как вас правильно представить в эфире, вы сказали, что люди любят приписывать вам экс-резидент Comedy Club, но сейчас это большое оскорбление. Наивный вопрос, ну почему? Ну, на самом деле очевидно, что Comedy Club, как и некоторые другие медийные проекты, попал в список вот этих знаменитых всех молчунов, людей, которые никак не отреагировали на войну. Вот. И, наверное, если действительно еще там несколько лет назад этим титулом можно было немножко гордиться, и этот бренд ассоциировался с чем-то таким в свое время там революционным, оригинальным, успешным, то боюсь, что сейчас этот бренд будет ассоциироваться с чем-то вот таким коллаборационистским, трусливым, продажным. Поэтому как бы эта война, она немножечко, ну, как развешивает ярлыки, можно так сказать. И вот, наверное, Comedy Club не самые лестные получает ярлыки в этой ситуации. Ну, мы в очередной раз, наверное... Да, простите. Не, я говорю, что я не стыжусь своего как бы прошлого и истории. Это были прекрасные годы, прекрасный проект. Но вот все меняется со временем. Знаете, как-то не хочется, чтобы мы шаблонно с вами упирались в вопрос больших денег. Очевидно, в Comedy Club эти деньги не маленькие. Но я вот тут вдруг внезапно подумала, что вот, например, журналисты в большинстве своем, те, кого не стыдно назвать журналистом, за последние несколько, ну, уже месяцев, получается, фактически получили запрет на свою профессию. Вот, например, с комиками. Разве у них не происходит, ну, примерно то же самое? То есть их ставят перед каким-то вынужденным выбором. По факту, ну, априори запрещая им профессию, если они не поменяют свою позицию. Разве это справедливо? Ну, то есть чем условный комик отличается от бухгалтера, допустим? Ну, мы не говорим о никакой справедливости. Комик от бухгалтера, понятно, отличается намного больше, чем от того же журналиста. Просто, мне кажется, в формате журналистики это более очевидно, потому что, во-первых, журналисты практически ежедневно свою работу выполняют, плюс преследования журналистов все-таки начались там еще, не знаю, в ранних нулевых. Мне кажется, комики просто пока не осознают, что они абсолютно находятся идут по тому же сценарию, что и журналистика. И, конечно, я считаю, что у комиков также с каждым днем ограничивается возможность что-то делать, просто они это еще не осознали. И, скорее всего, правительство еще не совсем направило весь свой ресурс в эту сторону. Поэтому, я думаю, вопрос о том, что, ну, не то чтобы юмор, а именно такой оппозиционный юмор станет чем-то запрещенным, это вопрос просто времени. Но, конечно, большинство комиков это не понимает. Опять-таки, есть же Соловьев, там, Киселев, есть даже Собчак и Пивоваров, то есть журналисты, условно, ну или люди, считающие себя журналистами, которые могут работать внутри системы. Также в плане юмора и шоу-бизнеса будет большое количество людей, которые смогут работать внутри вот этого какого-то заданного каких-то границ и, в принципе, чувствовать себя, может быть, даже счастливыми и творчески удовлетворенными. Но, я правильно понимаю, наверное, что вы предлагаете путь коллаборационизма сейчас? Ну, то есть выбрать какую-то такую позицию между-между? Да нет, я, честно говоря, уже вот это я первые там недели войны очень активно кому-то что-то предлагал, навязывал. Сейчас уже никому ничего не предлагаю. Мне кажется, достаточно прошло времени, достаточно событий, достаточно фактов, чтобы каждый человек сам сделал выводы, либо принял решение не делать никаких выводов. Поэтому никому ничего не предлагаю. Я предполагаю, что и найдутся представители шоу-бизнеса, которые вполне будут себя комфортно чувствовать в этой среде.
цензурированные, и найдется немалое количество зрителей, которые будет их поддерживать и, несмотря ни на что, продолжать им отвечать нам любовью и взаимностью. То есть, к сожалению, не будет такого, что народ отвернется от всех, кто промолчал, и что-то еще. Мы же сами понимаем, что и среди зрителей немалое количество людей даже не то, что поддерживает войну, что тоже есть, но как минимум старается дистанцироваться от этого и не связывать это со своей жизнью или там не знаю, с какой-то своим досугом. Ну, смотрите, возвращаясь к довольно уже такой хрестоматийной и очень показательной истории с комиком Нурланом Сабуровым, у которого, насколько я знаю, даже в Казахстане теперь отменили концерты. Ну, или перенесли на какой-то неопределенный срок. Как будто бы молчание, да тоже не опция. Это так? Ну, пока мы можем только сказать, что молчание за пределами России это не опция. То есть молчание там в Европе, в Америке, в странах, где есть свобода слова и где действительно тебя могут призвать к ответу, это не опция. По поводу России пока сложно сказать. Я знаю, что и в данный момент какие-то отдельные корпоративы в России происходят. Я даже знаю, что и зарубежные корпоративы, частные вечеринки у некоторых представителей шоу-бизнеса происходят. Поэтому пока можно говорить, наверное, только о каком-то какой-то встрече с общественным каким-то мнением у российских артистов вне пределах России. Я думаю, что если Сабуров захочет сделать тур по России, никаких проблем у него не будет. Полные залы соберутся, и провокаторов не будет. А если будет, то понятно, что их так же жестко будут задерживать, как людей, там, не знаю, на каких-то митингах. Поэтому я думаю, что артисты, может, еще это не понимают, или уже как понимают, но я думаю, что они все готовятся к тому, что это будет такой внутренний шоу-бизнес, завязанный только на территории России. Возможно, это их и устраивает. Но, конечно, сейчас российскому артисту поехать в Америку или Европу и не понимать, что он встретится с отличной точкой зрения, это, конечно, странно будет. А почему вы в свое время решили не окукливаться внутри России? У вас же было все, буквально все, что вы хотели. Я про это много раз говорил, потому что я еще в 2010-м, сейчас легко говорить всем, потому что я в 2010-м очень четко видел вектор движения страны, и когда случились, конечно, события на Чистых прудах, потом Болотное Сахарово, я тогда, помню, в 2010 году позвонил своему адвокату и сказал, что мы ставим на паузу миграцию, возможно, у этой страны есть шансы, возможно, мы сможем. Я увидел, когда людей этих, Чистые пруды еще ладно, это был не такой большой митинг, когда мы собрались на Болотной, это действительно было такое ощущение, когда мы в первый раз смогли кричать «Путин вор» в центре Москвы, это было такое невероятное чувство, какой-то, не знаю, катарсис какой-то, то есть мы почувствовали, что мы в своей стране, в центре города можем говорить то, что мы хотим, то, что мы думаем. И, конечно, создалась такая иллюзия возможности перемен. Но после тех самых злополучных выборов мэра Москвы в 2013 году, где я участвовал наблюдателем от Навального, конечно, у меня все иллюзии рассеялись. Я очень четко понял то, что уже озвучивал, и что с тех пор мое мнение никак не поменялось, что, к сожалению, в России на тот момент, и, к сожалению, наверное, пока недостаточное количество людей хочет перемен, и мне в такой стране было бы сложно жить. Я бы просто себя либо подставлял бы все время под какие-то статьи, какие-то сроки и там какие-то категории там экстремистов, либо бы молчал, что было бы невыносимо. Поэтому я выбрал единственный возможный для меня вариант — свалить, и никогда об этом не жалел. Простите, но до 2010 года там было много всякого разного. И Ходорковский там был, и Беслан там был, и даже Курск успел произойти. Почему именно 10-й? То есть где-то в течение 10 лет вы чувствовали, что все в порядке? Я правильно вас понимаю? Да. Мы все чувствовали, не только я. Я думаю, что даже ярые противники Кремля сейчас и очень многие оппозиционные ребята, если честно с ними поговорить, я не говорю каких там политологов, экспертов, там, не знаю, взрослых людей, опять-таки, мы все были очень молодыми ребятами. Нам в нулевых было не знаю, 20 с чем-то лет. Мы там в свои 20-е вступали. Мы в институтах учились, условно. Мы начинали там первые какие-то зарабатывать деньги. И, конечно, тогда я много на эту тему думаю, насколько мы
такие вроде бы умные люди были подвержены пропаганде. Конечно, на нас тоже действовала пропаганда. Конечно, мы и в 90-х войну в Чечне воспринимали как какую-то освободительную войну, и Беслан мы тоже воспринимали какую-то трагедию, устроенную террористами. То есть мы не привязывали ко всему этому правительства. Ходорковский, ну как-то это было вообще начало нулевых. Для нас это было, ну вот, они все воруют, но вот одного показательно посадили. То есть, конечно, нам тогда еще было сложно проводить все вот эти причинно-следственные связи, и, наверное, я, как и многие, там до конца нулевых, не видел прямой связи между тем, что происходит, и, условно, действиями власти. Более того, опять-таки, ну, по крайней мере, в моей среде, это были очень такие богатые годы. Мы все очень много, нам дали возможность много зарабатывать денег, нас убеждали, что политика это не наша, поэтому, да, наверное, вот до какого-то уже вот возвращения очевидного Путина, до таких там уже медведевских лет, все нас, в принципе, устраивало. И как раз-таки поэтому, может быть, немножечко можно понять, попытаться тех людей, которые сейчас боятся перемен, не хотят, которых всех устраивает все. То есть когда у тебя, в принципе, какой-то твой вот этот нижние вот эти ступени пирамиды масла удовлетворены как-то, и вроде как бы все хорошо. То есть поэтому, да, до какого-то времени, я, честно говоря, я не знаю почему, интуитивно, чисто вот из протеста, я на выборах 2004 года я не голосовал за Путина. Почему-то вот я не был против Путина, я более того скажу, я признаюсь. Я даже когда был в Таиланде, по-моему, в 2000 каком-то, я увидел такой смешной портрет Путина, такой немножко забавно нарисованный в стиле там какого-то борца. Я даже повесил дома, я даже дома висел портрет Путина. Вот я сейчас признаюсь первый раз, наверное, это прилично, потому что у меня не было ассоциации никакой вот... Опять-таки, ну это, наверное, нормально было. У меня не ассоциировался президент со страной. Но это какой-то вот избранный человек, какой-то персонаж, какой-то образ, какой-то киногерой. Ты вешаешь его постер просто, чтобы просто это доставляло веселье. То есть мы, конечно, были все вне политики, мы не понимали, кто, кого поставить, поэтому... Скажите, а да. что вы потом с портретом сделали? Ну, я его снял еще, наверное, в 2007-2008 году, когда переезжал на очередную квартиру. Он мне где-то в коробочке лежал, и с тех пор я его, конечно, не вешал. Я даже, по-моему, предлагал кому-то отдать, но никто не захотел. Я не знаю, где он сейчас, судьба, наверное. Мне кажется, его выбросил, наверное, при переезде. Ну, я не думал его взять с собой уж точно. Хочу себя похвалить, что я целых 13 минут продержалась во время эфира без отсылок к интервью, которое вы давали 3 года назад Юрию Дудю, но настал момент, раз уж мы с вами про Путина заговорили. Может быть, вы о чем-то там долго думали и пришли теперь уже к каким-то другим выводам, но там был момент, когда Юрий Дудь вас спрашивает, как вы относитесь к Путину? И вы дали ему такую характеристику, что он дерзит миру, он хаслер, делает, что хочет. Ну, окей. И именно он оказался человеком, создавшим условия, при которых вы захотели уехать из страны куда-то вот на чужбину. Вы в этом его не винили. Более того, вы сказали, что намного проще переехать вам, чем ему изменить Россию. Вы все еще настаиваете на этом? Ну, я не знаю, теперь не надо упоминать, что Юрий Дудь признан там иноагентом, все вот эти почетные вещи. Мы можем этого не делать. Мы можем себе позволить этого не делать, да. Я сейчас, я эту формулировку такую точно не помнил. Я думаю, что смысл тут главный-то в чем был, что да, Путина нам поставили, и Путин делает, что хочет, но народ-то не против всего же этого. Народ-то его не... Ну, как сказать, не то, что народ, я понимаю, большинство людей. Большинство людей не осуждало его действия, и не пыталось его переизбрать, и не выходило на митинги миллионами в столицах. Поэтому, в принципе, ничего не изменилось. Он действительно продолжает делать, что хочет, дерзить, какую-то свою картину мира предоставлять. И я думаю, что действительно его мне там благодарить или винить за мой переезд особо нечего. Я сам принял решение. А он, скорее всего, не то, скорее всего, он заложник тоже своей вот этой ситуации. Он действительно сейчас, уж тем более, даже не говоря там по интервью там 4-летней давности, заложник этой ситуации. Но куда он теперь действительно денется? Что ему теперь вот делать? Уйти? Он теперь уже точно не может. Он и тогда не мог, теперь точно не может. То есть он сам себя как-то вот загнал в какую-то вот эту ситуацию, в которой у него только один выход. Ну, какой? Мы все его знаем, мы все его ждем. Ну, мы понимаем, что Россию он не отпустит, он в нее вцепился мертвой хваткой, поэтому это либо его смерть, либо какое-то фантастическое голливудское стечение обстоятельств. Я не знаю, конечно, я все время думаю, что было бы очень по-голливудски и иронично,
чтобы его отравили новичком, но это невозможно, это так, это в каком-то там фильме Тарантино, вот когда он любит исторические концовки менять, как вот в этих «Бесславных ублюдках», вот Гитлер неожиданно убивает. Также вот по-голливудски было бы круто, чтобы отравили новичком. Конечно, по как-то справедливости было бы круто, если бы его как-то кто-нибудь когда-нибудь арестовал и он предстал бы перед судом. Но объективно все пока идет к тому, что он будет держаться за власть до своей смерти, а когда она наступит, это вообще никому не известно, никаким там пророкам, всевидящим, никаким там Арестовичем, предугадывающим, никому. Поэтому что делает сейчас большинство адекватных людей первым делом утром проснувшись? Проверяет новости, не умерли, не тараканище, не скрывал ли его воробушек. Ну, так и живем. Есть еще один тараканище, поэтому тут бы я вас просила все-таки уточнить. Тот тараканище, он же, как сказать, он дополнение. В комплекте? Не только он. На самом деле мы же понимаем, что действительно, как в любой мафиозной структуре, за доном мафии идет огромное количество, как сказать, вот этих подчиненных. И я не только там про Лукашенко говорю, и некоторые постсоветские страны, да и некоторые мировые страны, условно. Но весь этот круг небольшой, но все-таки кружочек, конечно, он вместе с Путиным также и двинется дальше. Все эти Башара Асада и все остальное. Да. Я сейчас слушаю вас, смотрю на титры «Шоумен», и легко могу себе представить, что такой бы разговор я вела, там, не знаю, с условным политологом или политиком. Вот вы в какой момент все это поняли, Таир? И как? Может быть, кто-то возьмет это на вооружение, когда будет разговаривать со своими соотечественниками. Очень нравится мне этот термин от Дмитрия Быкова. Вот как так получилось, что шоумен все понял, а вот еще очень много миллионов людей еще нет? Я думаю, что на самом деле тут все-таки, я предполагаю, какой-то элемент есть критического мышления, который отчасти, наверное, врожденный у людей, отчасти формируется, там еще, мне кажется, в детстве. То есть есть люди, которые, подвигают все сомнению, здоровому сомнению. Я так, в принципе, всю свою жизнь двигался. То есть, до какого-то момента я не обращал внимания, но потом как-то, опять-таки, вопрос еще доверия самому себе. То есть, когда ты видишь какую-то информацию, ты ее проверяешь, ты можешь сейчас сказать, вот я чувствую, что вот это так. А какие-то люди будут до последнего сомневаться, у нас недостаточно фактов. Я помню, например, когда я начал поддерживать Навального, давным-давно, там еще во времена «Живого журнала», это, наверное, были... я не помню, это там еще было времена Росямы. Я боюсь назвать год, но, наверное, там 10-й, может быть, год, вот так еще. До интервью Юрию Дудю, правильно? Потому что там вы тоже говорили, что вы на небольшом расстоянии все-таки находитесь теперь от Алексея Навального. Я, кстати, могу это сейчас тоже прокомментировать по поводу интервью Дуди Навального. Нет, я его поддерживал еще где-то в 2010 году, 2011, когда вот только, в принципе, он появился на горизонте, когда это еще не было мейнстримом, скажем так. И, конечно, многие мои тогда знакомые в последующие годы очень часто пытались меня убедить, что он проект Кремля. Это был большой такой нарратив, что он проект Кремля. И я понимаю, что это была часть работы конкретно аппарата президента, потому что мне говорили знакомые, вот я в баню хожу с ФСБшником, но вот он-то точно знает. Он говорит, что Навальный... Я помню, что все эти годы мне очень было сложно их убедить, и мой аргумент был, наверное, не очень, я говорил, ребят, я так чувствую, вот я проанализировал всю информацию, я чувствую, что он не проект Кремля, что он настоящий. Но доказать я не мог. И аргумент был, конечно, какой, тогда почему его до сих пор не посадили, не убили. То есть нам всем пришлось дождаться вот этого ужасного события там в Томске, чтобы, условно, я мог им сказать, теперь вот вы убедились, вот спустя там 10 лет. И то же самое в плане остальной информации. Как в какой-то момент ты читал, там то же самое, вот, например, случилось с Бучей. Когда появились фотографии из Бучи, меня это дергал такой шок, и у меня не было никаких сомнений. Но я понимаю, что такое российская армия, понимаю, что такое, там, не знаю, кадыровский полк. То есть, когда я этот ужас увидел, у меня не было сомнений. И мои даже близкие друзья, даже в Америке, они сказали, подожди. Я выпустил тогда, потом я, правда, заархивировал, негативный пост по поводу Пивоварова, который в тот же день, выложив фотографии с Бучи, написал, что вот это, условно, не все так однозначно. То есть он тоже поставил сомнения. И меня это так возмутило, и я людям говорил, ребят, вот я так чувствую, я верю в это, но если вам этого недостаточно, подождите несколько дней, подождите там неделю. Тогда еще не появлялись вот эти все снимки с Максарой и все остальное. То есть поэтому, мне кажется, все эти годы вот я доверяю себе, доверяю своей интуиции. Если что-то мне кажется черным, то, скорее всего, это кажется черным. А мне кажется, многие люди, и в них это тоже правительство все эти годы сеяло, все-таки все эти сомнения. То есть те же самые боты, вот я смотрю, как действуют боты, они же не просто так вот пишут комментарии, они действительно заставляют людей сомневаться. Ты читаешь, как какой-то бот, например, пишет, тут забавно, мы недавно с Идраком даже поняли, и мне, и ему
написали одинаковое сообщение, ну, в разных абсолютно наших видео, сообщение из серии «Я украинка, но вот то, что вы делаете, это ни себе, ни другим, это предательство, а таких предателей типа рано или поздно выкидывают на помойку». То есть я имею в виду, что даже боты, они действуют именно не по принципу переубедить там человека или там, не знаю, насолить условно автору видео, а именно посеять сомнения в людях. И вот это очень важно в такие времена, не сомневаться в себе, не сомневаться в своей интуиции, не сомневаться в своей морали, не сомневаться в том, что считаешь хорошо или плохо. Вот. По поводу теперь Навального у Дудя. Сейчас, секундочку, тогда почему вы пост заархивировали? Потому что я там несколько постов заархивировал, которые были именно сиюминутные, которые именно были которые, как скажем, не для вечности. То есть мое отношение к Пивоварову, оно не поменяется, это как бы вот был тот момент. Я, то есть, сейчас в Инстаграме, для людей, которые только зайдут в мой Инстаграм, чтобы они увидели какие-то большие глобальные вещи, которые я считаю важны, а не какие-то там мелкие вот детали наших, там, моего мнения. Поэтому, тогда давайте вернемся. Отношение к Пивоварову я не поменял, да. По поводу моего интервью Дудю, действительно, на тот момент я проверил, на самом деле. После того, как я был у Дудя, и после всего этого отравления, и после возвращения Алексея в Россию, конечно, его рейтинг вырос. И мне стало интересно, насколько я, опять-таки, я засомневался чуть-чуть, но решил проверить. Насколько я был неправ, когда в интервью Дудю сказал, что Навального, к сожалению, уже потерял всякий интерес. И я действительно посмотрел несколько независимых источников. На момент моего интервью Дудю рейтинг Навального, одобрение Навального был 4%. 4%. Ну, то есть мы же понимаем, что это в 2 раза больше, чем у Собчак, условно, на президентских выборах. То есть это был действительно очень низкий рейтинг. И действительно тогда правительство в силу своей, видимо, глупости или в силу того, что уже был заказ на убийство, они перестали уделять ему какое-то внимание. И действительно его рейтинг просто падал, потому что не было громких расследований, как-то все это замялось. Но, опять-таки, потом в дело вступил лучший пиарщик страны, Владимир Путин, и, конечно, вся ситуация с отравлением, а потом и с дворцом поменяла, конечно, в корне. Я понимаю, что уже там, к моменту ареста и митингов январских вот этих, уже его рейтинг вырос больше 20%. Но вот на момент моего интервью я абсолютно действительно оказался прав, предположив, что у большинства россиян он уже не вызывал тогда никакого интереса. И если бы не эти события, мы не знаем, что было бы. Ну, я бы, наверное, должна была с вами вот здесь сейчас поспорить, потому что социология — вещь довольно специфическая в России. У Алексея Навального не было доступа к федеральным средствам массовой информации и так далее, и так далее, и так далее. Но это немножечко в сторону нас, наверное, с вами уведет. Ваша позиция понятна. Давайте так, вы как раз вспомнили про возвращение Алексея Навального. Вы сейчас находитесь не в России. Готовы ли вы, например, когда-нибудь туда вернуться? Ну, когда-нибудь. Вот, кстати, вот этот интересный момент. Я, в принципе, никогда там не разрывал связи. Я каждое лето практически приезжал в Москву, там навещал родственников, друзей. Более того, вот это интересный момент. Я этим летом 2021 года я был в Москве, и я впервые получил именно прямо большое удовольствие от посещения Москвы. Я прям вернулся всем и говорил: ребята, я говорю, Москва... Похорошела красавица, да? Она похорошела действительно при Собянине, это плитка блестящая, но я имел в виду, что она действительно стала очень хорошим городом для иностранного туриста. Когда приезжаешь в Москву с обратным билетом в Лос-Анджелес, с долларами, без какой-то обязательства, там, не знаю, сходить там куда-то там, не знаю, там в ЖЭК или получить какую-то справку в милиции, а просто приехал отдыхать, это действительно прекрасный город. Он действительно создан, инфраструктура создана для туристов замечательная. Я получил удовольствие, то есть я помню, этим летом я сказал такую вещь, что, ребята, в следующий раз я приеду на подольше. Вот эта неделя, что я приехал, мне не хватило. Я хотел бы больше времени провести в Москве как турист. Но это все было до войны. А сейчас многие мои знакомые, которые даже не думали о переезде, мне прямым текстом говорят, что они не вернутся в Россию, пока Путин не умрет, не уйдет, пока что-то не поменяется. И, разумеется, я вот за последние месяцы наговорил себе, там, не знаю, там, на 1,5 миллиона лет или сколько я там наговорил себе. К этому мы вернемся еще обязательно. Да, но я, конечно, тоже в Россию не вернусь, уже понятно, до тех пор, пока там не сменится власть, хоть какая-то появится надежда на какую-то там демократию и независимость, что-то такое. Поэтому я сознательно сейчас, наверное, закрыл себе дорогу в Россию. И Алексей поступок, конечно, геройский, и этим он отличается от, наверное, 99,99% россиян.
Но он смелый человек, это его как бы вот политическая карьера, это как бы его игра, это его гражданская позиция, и вызывает только уважение, ну и как-то, не знаю, ну не то чтобы там зависть, ну респект, я не знаю, как что еще сказать, ну да, нам бы всем вот такую смелость иметь, наверное. Я, конечно, нет. То есть все-таки есть какое-то условие, при котором вы теоретически могли бы вернуться. Это я к тому немножечко удивляюсь, что если сейчас там погуглить и особо сильно не листать вниз, то первые там ссылки будут примерно такие: Таир Мамедов, «Мой дом, Америка», Россия, прекрасная Россия будущего, это Нарния, это страна в шкафу, из которого надо вылезти. В общем, да-да. Это не совсем... или вы все еще... Нет, я неправильно сформулировал, да. Я готов возвращаться в Россию как турист. Я готов возвращаться в Россию как какой-то, не знаю, там, продюсер какого-то проекта. Ну, конечно, мой дом Америка, и я, да, наверное, надо четче сформулировать. Нет, Америка мой дом. Я буду здесь жить всю жизнь, я буду здесь воспитывать детей, там, внуков, строить бизнес, карьеру. Это прекрасная страна. Все, кто был, я думаю, может не убедиться. И действительно, я здесь почувствовал себя... чувство дома, это на самом деле очень, очень такое интересное чувство, наверное, как любовь. Вот кто-то его испытывал в жизни, а кто-то никогда не испытывал. Я родился вообще в Баку, в Азербайджанской ССР, и в 10 лет мы вынуждены были переехать в Москву. И вот с 90 по 2013 год в Москве я никогда не чувствовал себя дома, честно говоря. Вот мне все детство напоминали, что я черножопый. Если бы видели мой российский паспорт, он просто, в клочки превращался, потому что я вынужден был каждый день носить с собой паспорт. Минимум раз в неделю меня проверяла милиция у меня паспорт, там, 12-летнего паренька, потому что вот я такой смугленький. То есть мне говорили, что у тебя ничего не получится на телевидении с фамилией Мамедов. То есть я в России, в Москве никогда мне не говорили, что вот твой дом, вот твоя родина. Мне всегда напоминали, что я здесь чужой. И я с таким чувством, честно говоря, всегда и улетал из Москвы куда-нибудь отдохнуть, и возвращался как в офис туда. Поэтому никаких таких сантиментов и там чувства родины у меня нету. Я, конечно, там болел за российский футбол там, или за, не знаю, за Россию на Евровидении, но это такое что-то было солидарность. Поэтому дом я впервые в жизни нашел в Америке, и из дома я никуда не улечу. Но приезжать в гости в Москву и в Россию я с удовольствием буду. И опять-таки я готов приезжать туда в будущее, прекрасную Россию будущего на несколько месяцев, выполнять какие-то проекты, что-то делать, там, не знаю, но конечно, всегда буду с удовольствием возвращаться к себе домой, в Америку. Поэтому дом у меня я здесь. Я надеюсь, нас сейчас очень внимательно слушают, и кто-нибудь вырвет из контекста обязательно. Хочется просто, чтобы таких новостей было много. Но знаете, что для меня странно, Таир? Вот мы с вами говорим на русском языке. Извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Вы вырвете из контекста. Вы очень талантливо вырываете. Что вы? Нет, я не имею к этому никакого отношения. Я в хорошем смысле слова. То есть я иногда читаю заголовки видео каких-то популярной политики, думаю, как вот они из всего интервью именно вот эту фразу нашли, что я хочу кликнуть и посмотреть ее. Так что все хорошо. Просто талантливые люди. Да. Но знаете, вот что сейчас было особенно прекрасно вот в этом моменте? Вот сидят Таир Мамедов, Нинор Сибашвили, и мы с вами говорим на русском языке. Мы с вами, я уверена, так или иначе немножечко вот наши пути пересекались, потому что, я уверена, что каждому человеку из другой страны, в России, там, в Москве, например, я там родилась и выросла, так или иначе вот где-то в школе или на улице или в университете, неважно, намекали, что он не свой. Вот вся эта история с денацификацией. Я понимаю, что вы, наверное, как-то ближе к сердцу ее должны воспринимать, которую Россия проводит там условно на территории Украины, что звучит еще более безумно, когда я это произношу вслух. Но вот эта проблема, насколько она острая, может быть, вы видите ее масштабы, учитывая, что вы были, немножечко с другой стороны от тех наших друзей и знакомых, которые, всегда жили в России, и у них не такая фамилия, как у нас с вами, например. Кстати, сейчас добавлю, кстати, я понял такой момент интересный, что как раз-таки в России-то меня никогда не считали своим, а вот в Америке, я вот уже живу 9 лет, и в Америке я русский, я Russian, и как раз это парадоксально, что нас всех тут, до недавнего времени украинцев, там, и, понятно, и казахов, там, и белорусов здесь считают русскими, говорят, что ты русский. Кстати, вот интересный момент, меня впервые в жизни пару месяцев назад стали называть русским уже украинцы. Это такое было необычное чувство, честно говоря. Я никогда в жизни такого не испытывал. То есть мне стали писать в комментариях: вот, Таир, спасибо за то, что вы делаете. Благодаря вам мы видим, что не все русские такие.
я подумал, как интересно, что меня даже украинцы считают русскими. На самом деле, опять-таки, надо уточнить, я действительно считаю себя при этом россиянином, я себя считаю даже русским, честно говоря, и даже живя в Америке всю жизнь, я останусь русским, то есть чтобы люди не думали, что я вот, переехав, разорвал свои какие-то культурные коды. Конечно, нет. Конечно, навсегда останусь русским, россиянином, русскоязычным, русскодумающим человеком, но в Америке. По поводу денацификации, честно говоря, изначально, когда вот только все это началась, эта вот спецоперация, я наивно полагал, что это просто какая-то вот формулировка, оправдывающая какие-то вот это имперские амбиции Путина. Но вот чем дальше мы наблюдаем, тем больше складывается ощущение, что они действительно в это верят. И, конечно, там вот сейчас уже оглядываясь назад и наблюдая, что делала пропаганда последние годы, что заявляли власти, действительно можно подумать, что они верят в эту денацификацию. Опять-таки, мы не знаем точно истоков от этого сумасшествия, этого безумия, кто Путин эту мысль внес изначально, какую книжку он там прочитал, какого-то безумного, там, не знаю, конспиролога. Но действительно сейчас можно сказать, что они в это верят искренне и наверняка заражают друг друга вот этим вирусом, и все его окружение, и потихонечку и пропаганда сами начинают верить в какую-то вот эту денацификацию, вот это заявление Лаврова на днях. Ну, то есть тут на самом деле очень сложно понять, где вот это сознательно какой-то вот надуманный бред, который они просто вот транслируют, а где уже их искренняя вера в это. Наверное, как вот в любом безумии, слишком долго, если повторяешь безумие, сам начинаешь в него верить. Я никогда в эту денацификацию, понятно, не верил, но всегда мне казалось даже таким наивным поводом, вот, причиной оправдывать свои действия, но вот, видимо, у них в их внутреннем вот этом мирке сумасшедшем это работает. Ну, а по поводу, там, условно, нацизма, расизма, ну, как раз-таки Америка — это не та страна, которая может, условно, там, учить других толерантности, там, и, условно, там, не каким-то там антирасизму, потому что, конечно, в Америке расизм тоже очень актуальная тема. Другое дело, что Америка не закрывается от этого, не боится этого признаваться, работает над этим. Вот. Но как бы расизм здесь тоже у нас ого-го. В России все-таки это не был такого расизм, там все-таки был больше национализм. Вот. Но опять-таки я помню, как я в 90-х убегал от скинхедов. Я помню, как условно уже в 2000-х их практически не было видно, и уже как там, не знаю, там, ну, в нулевых, в принципе, в какой-то момент, на самом деле, опять-таки, сознательно-сознательно, в России эта тема отпала. И, например, в России национализм стал меньше. Я помню, как я немножечко, ну, даже не то чтобы радовался, но как-то отмечал, что вот уже и чеченцы могут ходить по центру Москвы и делать всякие там безумства, им за это ничего не будет. То есть я как бы себя чувствовал причастным к каким-то кавказцам, которые теперь можно, условно. То есть я помню, как вот мы сменились от убегания от скинхеда. В принципе, в метро, я помню, было страшно ехать. Если заходил лысый человек в метро, и ты как-то старался отсесть в другую часть вагона. И потом пришли к тому, что уже вот, условно, там на проспекте Мира там баранов режут раз в год. Поэтому Россия в какой-то момент сама смогла как-то более-менее отвязаться от этого национализма, но вот это парадоксально. Кто бы думал, что, отвязавшись от кавказцев, вот Россия привяжется к украинцам. Вот такой удивительный мы вот живем в мире. Знаете, может быть, просто немножечко сместился фокус с кавказцев условных, к которым, я не знаю, могу ли я отнести нас с вами. Просто совсем недавно у нас в эфире была журналистка Александра Громожапова, которая является сейчас президентом движения Free Buryatia Foundation, и она как раз запустила флешмоб, что России нужна денацификация, а не Украине. Вы скорее согласились бы с таким тезисом? Ой, России нужны такие глобальные реформы, что, наверное, денацификация — это, ну, в прямом смысле слова, один из 100 пунктов, что нужно России, чтобы стать, наконец, впервые в истории своей цивилизованной какой-то вот демократической развивающейся страной. Конечно, денацификация — это одно из щупалец этого ужасного спрута, который сейчас вот поглотил Россию, одно из проявлений. Не могу сказать, там, самое главное, не самое главное, но, конечно, да, это одно из... Ну как, вот если мы возьмем список, скажем, не знаю, как сказать... Из 6 тысяч человек, вы хотите сказать? Не. Это, кстати, я изучил список, очень интересный список. Многих там не увидел, кого хотел, но, думаю, добавят. Ну, еще списки в работе, насколько я знаю. Да. Что с ними делать, это вопрос. Если я хотел сказать, если взять список, например, качеств, которые ты не хотел бы видеть в своей стране,
то денацификация, то там, национализм будет одним из них. Но это огромный список. Это, наверное, тоже список из 6 тысяч вот вещей, которые в России стоило бы исправить. Мы же понимаем, что исправить это можно только начав с первого пункта в списке под названием Владимир Путин. Все остальное уже за ним как бы сломается. Как домино, вот как карточный домик. Вот мы когда главную вот эту фигурку, ну не мы, как бы, не знаю, история, судьба, там, не знаю, кто там, сдвинет, все остальное, надеюсь, начнет двигаться. Хотя будет шанс. В своем инстаграме вы, как мне показалось, может, даже и предложили какой-то из способов, если не борьбы, то взаимодействия с этим злом глобальным, которое внезапно перед нами встало в полный рост. Честно говоря, я немножечко удивилась, когда я прочитала. У вас довольно большой был пост в инстаграме. Не целиком. Для того, чтобы посмотреть целиком, нужно зайти в ваш телеграм-канал. Кстати, подписывайтесь, дорогие зрители, там правда интересно. Вы написали: как можно победить зло? Только добром, только любовью. Давайте попробуем в комментариях к этому посту быть на стороне добра. Хочешь написать оскорбление или гадость? Остановись. Ну какой ты елей в этом? Или, может быть, я просто уже покрылась панцирем и уже устала со всеми нянчиться, бегать, там по 10 тысяч раз стараться вежливо объяснить? Вы правда верите, что вот добро и нежность сейчас хорошие союзники? Но, к сожалению, это правда. Мы все... Ведь война, она не только, она же на нас на всех влияет. Мы действительно покрываемся немножко панцирем. Когда я смотрю, например, эфиры людей, которых я люблю, уважаю, я вижу, как, к сожалению, не по их вине, но война делает их тоже злее, она делает их агрессивнее, она делает их тоже воинами. И пусть воинами света, но это воины, которые, условно, хотят добро поймать и жестоко убить. И я действительно в какой-то момент понял, а давайте просто... Здесь на самом деле, опять-таки, здесь никакая не романтика, здесь чисто логика. Вот просто логика. Допустим, мы там не берем людей, которые за войну однозначно, но нам они пока не интересны, скажем. Многие из них просто за войну, потому что так сказали. Есть большая процент людей, которые которые сомневаются, которые, для которых все не так однозначно, которые говорят, а что случилось, то есть вот все вот эти люди. Как мы можем их переубедить? Вот мы можем просто взять какой-то социальный эксперимент провести. Вот человек пишет какую-то, например, гадость в комментарии. Ответив ему гадостью, что мы получим? Нет другого варианта, кроме как мы получим ответную агрессию. Мы накачали его негативной энергией. Он отвечает нам зло. Получив негатив от нас, он пошел и у другого оставил злой комментарий. Он пошел на улицу и там что-то сделал. То есть мы не можем, это как взаимоотношения между людьми, даже, не знаю, в семье, там, не знаю, в коллективе, не знаю, там, в школе, с детьми. Зло может только зло породить. Но мы можем предположить, что если, например, человек отвечает тебе зло, а ты искренне, с любовью, с добром ему отвечаешь, у него может что-то на секундочку зашевелиться. Может быть, он сразу не поменяется, но, по крайней мере, может быть, он на этом комментарии остановится и не пойдет дальше писать гадости. Это уже маленькая победа. Может, в какой-то момент он хотя бы скажет тебе: ты знаешь, наверное, все-таки, да, каждый останется при своем мнении. Это тоже победа. И у меня есть примеры, на самом деле. Я вот в первые дни войны, там, первые недели, я очень коротко и грубо отвечал всем, кто мне писал в личные сообщения какие-то вот провоенные вещи. Очень как, коротко если и не грубо. секрет? Это матерные слова, у вас там их нельзя употреблять. Я писал условно, типа, это потому что, типа, ты дурак, типа, и когда ты поймешь, насколько ты неумный человек, тебе будет стыдно, да потому что там ты конченый, да потому что, типа, такие, как ты, там, убийцы. Очень такие, просто выплескивал агрессию, выплескивал агрессию. А потом я как раз попробовал отвечать людям вежливо. Это требует усилий, это требует ресурсов твоих внутренних, какого-то, пересиливать себя. И я видел результат. То есть люди мне писали в ответ. Иногда этот результат поражает именно в плане того, насколько резко. То есть человек пишет абсолютно негативный комментарий, и ты ему отвечаешь вежливо, и уже следующим комментарием он тебе пишет вот такой огромный пост, где ты уже видишь не агрессивного зомби, брызжущего слюной, а человека, который запутался, которому страшно, который потерялся и который готов к диалогу. И человек начинает писать длинные объяснения своих мыслей, своих переживаний, отношения ко мне и к моим постам. То есть, добро, работает, но мы живем в таком мире. Вот есть какие-то законы там физики, есть какие-то законы еще, социологии, психологии. Однозначно одно. Отвечая злом на зло, мы только порождаем зло. Мы только делаем людей на другой стороне мнений злее, мы их отдаляем от себя, мы усиливаем конфликт. Отвечаем им добром, мы хотя бы даем шанс этому миру, мы даем шанс на диалог, поэтому я в это верю.
поэкспериментируйте, попробуйте когда-нибудь какому-нибудь злому человеку ответить добром, но искренним добром, не вот этим таким высокомерным, типа вот я такой тут просветленный ангел, сейчас тебе вот этому черту что-нибудь объясню. А действительно, как один человек другому, как один любящий человек другому, как вот, не знаю, один член семьи под названием человечество, другому члену семьи под названием человечество. Вы удивитесь результатом. Добро победит. Да, так скажу. Только добро и может победить. Нет других вариантов, нет других у нас способов. Война закончится, рано или поздно. Люди, которые писали плохие комментарии, никуда не исчезнут. Их всех не пересажают. В список из 6 тысяч человек не добавится еще 70 миллионов россиян. И они останутся. И это негатив, и зло, и страх в них никуда не денется. И только вот добром, только сея вокруг них свет, мы можем потихонечку их изменить. Ведь наша цель какая? Не просто Путина убрать, а жители России объяснить им, что добро лучше, чем зло. Вот так вот. Вот смотрите, Таир, вы еще сидите на таком светлом фоне. Я вам верю. Да и, честно говоря, если без такого ерничания, я вам честно скажу, что до войны я была очень миролюбивым человеком, и хочется верить, что хотя бы частично за собой это сохранила. Но потом, понимаете, происходит Буча. Потом Бородянка, Ирпень, Богдановка, Мариуполь. Вот как вы эти две реальности друг с другом, не знаю, взбалтываете, не смешиваете? Вот как у вас это работает? А вот я расскажу как. Вот как раз в моем телеграме, не очень там большом там пока, туда пришло достаточно много украинцев после моих постов в Инстаграме. И там немалое количество людей, которые находятся до сих пор там. То есть они пишут мне в Телеграм, в наш чат, из бомбоубежищ, из, условно, под Киева, где все эти города и поселки прямо рядом. И я как-то там тоже пытаюсь пропагандировать это добро, и там, конечно, набегают боты. Я вижу, как даже среди украинцев, которые сейчас находятся непосредственно вот в километрах от всех этих зверств, как у них тоже находятся силы у некоторых вот на это добро. То есть кто-то пишет: никогда мы вас не простим, это месть будет всегда, это кровь несмываема. А кто-то из украинцев умудряется находить в себе силы и как-то вот не плодить зло, не отвечать злом на зло. И я понимаю, что, опять-таки, если у них на это хватает сил, то уж у нас, находящихся сейчас в безопасности, в относительной, находясь в странах, где не происходят бомбежки, и в странах, которые сейчас не убивают там своих соседей, это получится. Но вот как-то, да, преступники, которые совершали все эти зверства там в Буче, Бородянке, должны быть найдены, должны быть осуждены и получить, конечно, максимально возможное наказание. Но простые люди, которые по глупости, по незнанию, по страху отрицают эти все зверства или, там, не знаю, там, может, даже их поощряют, мы же их не можем судить уголовным судом. Но мы можем их судить только каким-то вот моральным, там, не знаю, социальным каким-то. И вот тут опять-таки вопрос, какой нашей цели. Доказать человеку, что он был неправ, что он плохой человек, или попытаться все-таки переманить его на нашу сторону, на светлую сторону, чтобы когда в следующий раз, если вдруг, не дай бог, что-то подобное случится в мире, такая вот Буча или Бородянка, чтобы этот человек уже осуждал ее вместе с нами, а не находил какие-то оправдания или какие-то защитные реакции. Надо находить себе силы. Буквально 1,5 минуты, и не могу не упомянуть в эфире, что вы недавно за 11 часов наговорили себе на 1,5 миллиона лет тюрьмы российской за призывы «Нет войне». Если можно, коротко, и процитируйте, что было в этом ролике. Ну, если коротко, я решил просто такой небольшим перформансом показать всю теоретичность российской судебной системы. И, конечно, многие комментаторы пытались там детали указать, но смысл не в этом. Я там сказал все очень просто. Я сказал, там нет войны. Я готов повторить это столько раз, сколько нужно. И за всех тех, кто боится это сказать, я там говорю просто нет войны. Очень простые 2 слова, которые настолько простые и банальные, которые мы знаем их прямо с самого детства, но которые сейчас вдруг стали актуальны как никогда. Поэтому нет войны, нет войны, нет войны. Спасибо большое. Это был шоумен Таир Мамедов. Честно вам советую всем, кто провел эти 45 минут, этот эфирный час с нами, обязательно зайти на YouTube-канал Таира Мамедова и посмотреть. Можно не все 11 часов. Вот я, например, смотрела полчаса. Мне этого хватило. Да, меня и не надо было переубеждать. Спасибо большое всем, кто провел этот час вместе с нами. Вот я не знаю, слышит ли меня сейчас режиссер. Если Таир еще у нас на связи, то я бы попросила его вернуть, если мы уже его отключили.
Вернулся Таир. Как здорово. Тут просто было 3 вопроса из чата, которые мне понравились. Я бы хотела вам их задать, если можно. Я быстро постараюсь. Анастасия Малышева спрашивает, выступаете ли вы сейчас в стендап? Нет, не выступаю, давно не выступал, много лет, но как раз-таки вот события войны мне какой-то дали стимул. Не то, чтобы выступить, но я понимаю, что вот такие события, они как бы провоцируют, а хочешь что-то сказать, но пока не выступаю, нет. И 2 вопроса от Владимира Безукладникова и Светланы Горы, но они практически одинаковые. Как сейчас относятся к русским в Америке? По крайней мере, в демократичной Калифорнии, в таком толерантном Лос-Анджелесе я ни разу не встретил неких проявлений русофобии. Я думаю, что есть какие-то штаты, наверное, какие-то, может быть, типа Техаса, где, возможно, они очень близко воспринимают к сердцу все это. Я пока не встречал русофобию. Не удивлюсь, если какие-то отдельные проявления будут, но глобально никто отменять просто людей здесь не собирается за то, что они родились там или прожили свою жизнь в России. Теперь точно все. Спасибо большое. Таир Мамедов, шоумен, был гостем программы «Честное слово». Я думаю, что было интересно, но решать вам. Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А лучше распространяйте это видео, отправляйте своим друзьям, родственникам, знакомым, чтобы они тоже пришли в комментарии и сказали, понравилось им или нет. Лично мне было интересно. Спасибо большое Таиру Мамедову и спасибо большое всем, кто провел эти 45 минут с нами. Всего доброго. До свидания. До встречи.